Так, друзья, я сегодня с небольшим обзором из магазина. Предпраздничные полочки, посмотреть, что вкусного привезли для орхидей, что интересного, может быть, какие-то новиночки мы, как обычно, с вами увидим на предпраздничной такой распродаже. Итак, начнем с горшков для орхидей. Что у нас здесь в наличии? Мне очень часто задают вопросы, делать обзорчики в магазинах и цены. Спрашивают цены, друзья, чтобы ориентироваться на то, почем можно покупать в интернете, в интернет-магазинах, ну и, собственно говоря, в тех магазинах, которые рядышком. Вот, друзья, обычный стандартный горшок для орхидей с ровным вот таким вот донышком почему-то стоит у нас 57,99, ну получается 58 рублей. Хотя на самом деле самым оптимальным вот этот вот горшок за 52,99, видите, с выемкой вот с такой вот, чтобы основание орхидеи и корни орхидеи получали больше воздуха, кислорода, проветривалось все, то есть вот такие вот. Так, а почему он 52 рубля? Нет, он не 52 рубля, да, это большой горшок, а стандартный, вот он, друзья, за 35, за 36 рублей. Смотрите, тоже с выемкой такой вот, вот такой вот. Я сажаю сейчас, да и не сейчас, а вообще сажаю уже 100-500 лет вот в такие горшки. А сейчас на канале, да, у нас сезон. Я отказался немножечко от двойных горшков Арте. Почему? Потому что, ну, сейчас сами поймете, я покажу, смотрите, вот они, Арте. Горшки большие, стандартные, вот такие вот двухлитровые. Это старого образца, 217 рублей. И вот такой вот удлиненный низ нового образца, 236 рублей, друзья. Это просто ценник, я не знаю, очень, ну, дорого, ну, по 217, 236, это на эту сумму сколько вот таких вот горшков можно по 36 рублей купить стандартных, хоть они и на литр, а эти на 2 литра. Но на самом деле, друзья, они не на 2 литра, они чуть меньше. 2 литра это общий внутренний объем, включая вот этот внешний горшок. А на самом деле внутренность намного меньше, посадочная. Вот это вот 5-литровый, 360 рублей. Ну вот, может быть, 5-литровый можно купить, потому что стандартных вот таких вот горшочков, конечно, в продаже у нас днем с огнем не найдешь. В Оби мне встречались. А вот в Ашане, я сейчас в Ашане, это, друзья, Волгоград, магазин Ашан, отдел сад-огород. Таких Ашанов в России с отделом сад-огород было 2 года назад 5 магазинов на всю Россию. Так, вот они, 169 рублей, вот такие вот кашпо, элегантные. Буквально на днях показывал пиратов, орхидей, которые посажены вот в такие вот прозрачные кашпо. Вижу, что люди перед Новым годом все расхватали, раскупили. Но вот посмотрите, Ашан ничего новенького не завез. Ладно, пойдем посмотрим по грунтам, пробежимся, что у нас в наличии с грунтами здесь продается. И ничего, кроме вот этой вот эффект био продукции, которая прям засилье в Ашане. Вот кокосовые чипсы за почти 200 рублей. Вот такой вот маленький пакетик. Это, конечно, не бюджетно. А кора вот такая галтованная с округленными краями, которая вызывает миф о том, что корням будет очень хорошо и они не будут ломаться, колоться или еще что-то такое за 237 рублей. Это, друзья, миф. Когда корни растут, им абсолютно все равно, с острыми углами или с закругленными углами субстрат. Так, мелкий вот такой вот. Что здесь еще интересного? Вот такой вот, друзья, подарочный. Я его называю подарочный. Это вот если
Ну, для профессионального использования, конечно, так себе. Вот, вопросы вызывает. Тем более, вот за 700 рублей 2,5 литра, или сколько здесь, 3 литра, вот такой вот здоровый пакет, состоящий из коры и пеностекла. Эталонный грунт, честно говоря, но это очень дорого. Это очень дорого, тем более кора здесь такая самая-самая обычная. По типу, что, вот знаете, на Вальбересе продается, да, в других в интернет-магазинах. В общем, видите, сколько здесь у нас? 3 литра кора, 2 части и 1 часть, ну, 2 литра коры и 1 литр пеностекла. Пеностекло само по себе в мешке, когда покупаем Grow Plant, он копейки стоит, собственно, как и кора. Ну, друзья, это вот чисто подарочные за 700 рублей. Не знаете, что подарить архаману-новичку, подарите вот такой бич-пакет орхидейный, я его так называю, грунт готовый к применению. Так, ну, дальше не вижу смысла, какие-то полупустые полки, пойдемте посмотрим удобрения, что интересного есть из удобрений, и посмотрим потом еще, значит, для лечения, что есть для лечения. Так, из стекла для орхидей, что у нас есть в наличии. А в наличии опять ничего нового, только вот такой вот большой стеклянный фужер. Мы с вами на канале сажали на размер меньше, за 150, смотрите, 156 рублей. Есть квадратные вот такие вот, вытягивать корни. И вот такие вот малявочки, подставочки. Ну, можно сажать в них, кстати, мини-орхидеи. Мы года 2 назад сажали, когда цена была подешевле. Кстати, обращайте внимание, что стекло разное по толщине есть. По одной цене можно купить вот такое тонкое, а есть вот такое в 2 раза толще стекло. Так, дальше. Из стекла ничего нового. Да, прошли те времена, когда я делал обзоры, и выбора было столько много, что ну просто аж глаза разбегались, а руки тряслись от обилия. Так, пойдемте посмотрим вкусняшки. Вкусняшки для орхидеи у нас вот здесь. Вот вроде смотришь, много всего. Смотрите, сколько удобрений, огромное количество. Цены. Так, где у нас отдел для орхидей? Вот они, друзья. Буйские удобрения. Как всегда, самые бюджетные. 45 рублей. Буйские удобрения. Одни из первых удобрений, которые я стал применять. Новенькое вот это вот идеал. Все разобрали. Один флакончик остался. Фаска. Так. Бонефорте, друзья, серия номер 2, здоровье, 153 рубля. Вот почему-то никогда не продаются Бонефорте. Здесь вот 2 магазина рядом у нас, Ашан и Леруа Мерлен. В Леруа Мерлен всегда продается первая серия, в Ашане всегда продается вторая серия. Вот вместе никогда я их не видел почему-то. Так, цитокининовая паста. Кстати, не самая лучшая вот это, именно вот этого производителя. Распродажа, янтарная кислота, да ладно, друзья, почти даром, 100 миллилитров, 50 рублей, янтарин, обалдеть. Ну вот, можно сказать, не зря зашел, уже можно купить. Так, HB101 стимулятор, вот такой вот японский, интересный тоже, 98 рублей. Вообще, конечно, в обычной цене он каких-то таких, знаете, непонятных денег стоит. Так, что у нас из вкусняшек интересного здесь имеется? Ребаф экстра не вижу. Циона не наблюдаю последнее время. Все, походу, ажиотаж с Ционом прошел, слава богу. Из каждого утюга раньше кричали, какой хороший Цион. Мы его с вами применили. Никакого эффекта от нанотехнологий космических не заметили. Вот, и все. И Цион сошел на нет. Такая, знаете, маркетинговая волна была. Так, что из полезностей от болячек? Дегтярное мыло, друзья, дегтярное мыло.
105 рублей. Вот такой вот мы пользуемся на канале. Очень хороший от трипсов, от всех болячек. Опа, опа, деготь, друзья, деготь в чистом виде, березовый. Антисептическое, противопаразитное и противомикробное средство. Посмотрите, я, честно говоря, первый раз вижу вот так, чтобы продавался деготь. 189, ну 190 рублей почти. Вот такой вот флакончик, посмотрите. Камера что-то не фокусируется. Интересно. Интересная новиночка появилась. Ну, может быть, она и раньше была, но я почему-то раньше не видел. Так, уже не зря, друзья, зашел. Так, что у нас еще почем здесь в магазине? Что вам еще показать интересного? Так, вот здесь где-то топаз должен быть. Почем сейчас топаз? О, друзья, обалдеть. Топаз 10 миллилитров за 63 рубля. Скидка обалденная. Вот таким я топазом пользуюсь. Средство очень хорошее. Это если нету системного какого-то фунгицида, такого как Привикур, его аналога, то вот можно еще и применять топаз. Максим по 24 рубля 2 миллилитра. Контактного действия. Друзья, не надо путать эти фунгициды. Как знаете, если нет одного, то заменить другим. Это разные фунгициды, и они друг друга не заменяют, потому что действуют на разные грибки, разный принцип действия. О, триходерма вириды. Я уже рассказывал, что было видео у меня такое прям итоговое, какие препараты я... Опа, ничего себе, какая-то новая триходерма. Энергия роста триходерма за 200 рублей. Ничего себе. Что у нас здесь по составу? Так, состав у нас циолит, посевной материал грибов рода триходерма. Интересная новиночка, друзья. Вот уже не зря зашел. Есть новинка. Триходерма новая. Вот такая вот профит. И деготь березовый. И вот, друзья, по своей аптечке, что должны быть в аптечке: и топаз, и Максим, то есть вот эти средства обязательно. Так, из подкормок селитра калиевая, то, что мы сейчас применяем на канале для цветения. Обычное, самое такое огородное удобрение, копеечное. Полкило, друзья, хватит вам на 100 лет. Вот, посмотрите, сколько оно стоит: 118 рублей. Результаты, я уже сразу могу сказать, хорошие от этого удобрения. В одном из ближайших видео я расскажу, как кормлю цветущие орхидеи. Задали вопрос на мокрых пяточках. Обязательно сниму видео. Да, такой сейчас у меня эксперимент проходит и есть результат. Ладно, друзья, ничего нового больше нету. Всем хорошего настроения. Побежал я дальше.